Раиса Петровна, очень рада вас видеть. Включайте микрофончик, а то мы вас не слышим. Вот это у вас сзади компания манекенов собралась. Да, слава богу. Почему-то сейчас еще с техникой на «вы» еще, поэтому никак не могла подключиться, не знала даже как. Поэтому победила я с вами, поэтому все хорошо. Все хорошо закончилось, так что эфир продолжается. Да, вот здесь вот целый, вот у меня здесь компания. Раз, два, три, четыре, пять. Еще шестой стоит в другой комнате. Вот уже к чехлам, и уже будет отправка. Вот слава богу, что сейчас уже сейчас закончу вот эту вот как бы этот этап с манекенами, и тогда уже перейдем к нашим брюкам и кардигану. Ой, это что-то. Так, сейчас по ниточкам, да, мы должны с вами разобрать. Слышала вас, не могла тогда еще подключиться, поэтому буду очень рада, конечно же, кураторам, которые будут нам помогать по ниточкам. Вы видели фотографию, которую ниточки я вам приготовила. И, конечно же, это для тех новеньких, которые к нам пришли сейчас первый раз, мы будем для кого-то повторяться по поводу ниточек, которые мы используем в наших мастер-классах. Вот. По ниточкам, например, если это у нас идет Альбина Бульмистр, если ведет она мастер-класс по жакету, то там используются ниточки у нас, это пеликан, вот такие вот ниточки пеликан, вот такие вот. И на сеточку канарис у нас идет там ниточка. Также можно использовать и кружевницу. Это по пеликану. Поэтому хотела бы послушать Альбину, какие еще ниточки вы используете на этом мастер-классе, потому что все равно есть возможность отхождения от озвученные ниточки, то могут использовать и другую. Я знаю, что Альбина очень любит филодискозию 8, ниточку вот такую вот. Мне она тоже безумно нравится. И, кстати, очень будет даже так нежно смотреться жакет из этой ниточки. Я думаю, что, по-моему, Альбина вязала из этой ниточки. Подключайтесь, пожалуйста, Альбина. Давайте продолжим по мастер-классу жакет. Жакет это по ниточкам, какие мы используем. Да, добрый вечер всем. Можно без камеры, да? Да, конечно. Я думаю, что хорошо меня слышно. Да, как было у нас заявлено, у нас рекомендовано вязать жакет из пеликана. Я доверялась мастерам, но... Пропал звук. Сейчас тогда Альбина подключится к нам. Так. Я хотела бы спросить, Светлана, мы вопрос... Простите, пожалуйста, выбросила меня, почему-то входящий звонок был. Доверялась мастерам, и тоже я планировала, как и все, вязать из пеликана. Но случилось так, что когда я пришла на первые бесплатные уроки, сказали, вяжите из того, что у вас есть. У меня в закромах лежали нитки филодискози 8. Я брала совершенно на другое изделие, но они вот у меня остались, не пригодились. Думаю, ну чего я буду покупать, тратить, вязать из этих ниточек. И да, действительно, я в них влюбилась. Когда
я вязала свой второй жакет на заказ уже. Получилось так, я честно искала пеликан. Я очень хотела попробовать связать из пеликана и почувствовать вот эту разницу. В чем же разница из пеликан и филодескози 8? Метраж совершенно одинаковый. Но получилось так, что я нигде не могла найти белого пеликана. Потому что заказчица хотела только белый жакет, и белого я не нашла. И мне пришлось купить, опять же, филодескози 8 белого цвета. Поэтому я потом уже я приобрела буквально пару моточков пеликана для сравнения. И вот что я могу сказать. Да, классический жакет, вот как жакет, как изделие, его лучше вязать, конечно, из пеликана. Он более жесткий, он более держит форму. А филодескозия, она помягче, она ажурнее получается. Тот же благородный блеск. Очень я вяжу туго, поэтому крючочек единичку для филодескозии я брала, и мне очень хорошо подошел он. Очень легко вязать. Ниточка скользит, она не... Ну, вот из 2 партий по 15 штук у меня только 1 раз появилась где-то в середине моточка брак. Там был узелок. Но это не столь уже принципиально. Вы понимаете, это изделие получается, оно более ажурное. Из него можно болеро вязать, можно жакет вязать. Но вот жакет, я бы даже не назвала это жакетом. Вот он не той он формы. Он как бы, это ажурная либо блузка, либо, ну, что-то вот больше к этому. Но ниточка мне очень нравится. И я думаю, что это не последнее мое изделие из этой ниточки. Хотя, конечно, в планах есть вот попробовать пеликан. Мне кажется, она тоже очень... такая, она немножечко грубее ниточка, у нее, видать, скрутка погрубее, потверже. Поэтому, Альбина, если... Да, слушай, Светочка. А подскажите, пожалуйста, а по палитре вот филодескозия, там большой выбор цветов? Филодескозии, если посмотреть по интернет-магазинам, вообще они предлагают большой выбор цветов. И только в некоторых случаях есть проблема подобрать канарис под него. В моем случае так и случилось. У меня был цвет нежно-лавандовый, он такой, как ближе даже к белому, но с легким оттенком лаванды. Вот, я цвет в канарисе не могла подобрать. Я взяла ниточки Египта, но цвет подошел изумительно. Вот палитра очень яркая, насыщенная у филодескози. Ну, мне нравится. И в носке я не могу сказать, что я много раз стирала жакет, но совершенно не линяют ниточки, потому что я и из темных вязала, ну, это другие изделия, детские вязала изделия. Ниточка не линяет, усадку дает, но так как мы вяжем все с надбавкой, так скажем, манекены у нас рассчитаны на эту усадку, поэтому изделие получается в размер. Ну, это то, что вот по филодескозе. Здорово, отлично. Большое спасибо, Альбина. Раиса Петровна, а можете включить микрофончик, а то вас не слышно было?
Хотела еще посмотреть, обратить внимание, что 50 грамм – это 340 здесь метров. Это почти такая же длина, как у пеликана, вот как сказала Альбина. Поэтому ниточка, она тоньше пеликана, но вот из нее получается нежное вот такое изделие. Поэтому мне она очень нравится, эта ниточка. И мы тоже приобрела достаточно много таких клубочков, которые вот такого цвета мне понравилось. И хотела бы, конечно же, попробовать связать платье, потому что оно такое нежное и оно такое ажурное. Вот оно очень подходит для платья. Вот это вот филодискози. И я присоединяюсь к Альбине, что вот эта ниточка тоже очень хорошая для вязания крючков. И она мне очень нравится. Лиза Петровна, а мы можем сейчас показать на примере вот на ладошке ниточку филодискозию и пеликан вытащить по Да, толщине, чтобы конечно. визуально понять, как они в сравнении Ну, друг с другом смотрятся? здесь, вы знаете, надо просто, если вы подождете, я возьму просто такого же цвета пеликан. Это будет тогда ну, более наглядно, потому что Мгм. если разного цвета, то здесь и будет, я думаю, что понимаете, да? Да, конечно, Поэтому подождем. одну минутку, поэтому здесь можно продолжить разговор по филодискозе. Мгм. Да, хорошо, спасибо большое. Еще у нас сегодня на эфире наш куратор Олеся Буймистр. С Олесей знакомы все, кто проходит болеро и жилетку. Олеся, а подскажите, а вы знакомы с филодискозией? Вязали из нее что-нибудь? Здравствуйте. Здравствуйте, Олеся. К сожалению, дело в том, что я не так много всяких пряж использовала в вязании. Альбина рассказала про филодискозию. Я, конечно, бы хотела похвалить, наверное, свой любимый пеликан. Хочу сказать, что когда вот я начинала вязать, пеликан пряжа была очень доступна и очень дешевая. И была огромная палитра, было из чего выбрать. И всегда без проблем можно купить, если не хватит, то есть это вообще было очень доступно. Сейчас немного ситуация изменилась. Что хочу сказать про пеликан. Это пряжа двойной мерсеризации, то есть скрутка очень у нее крутая. 4 ниточки там, по-моему, скруточка крутая. И изделия, и элементы, связанные этой пряжей, они имеют такой блеск, лоск, они очень красивые. Еще хочу что сказать, что эта пряжа, помимо своей доступности, она очень прочная, изделия стабильные, эта пряжа просто неубиваемая. Вот я сейчас сидела перед эфиром, вспоминала, сколько платью, которое носит моя сестра, ему уже больше 10 лет. И оно, ну, не скажу, что прям совсем оно не потеряло. Нет, немножечко видно вот в местах, что как бы ношеное, но не порвалось, не распустилось, не поехало. Оно не теряет, изделие из пряжи пеликан не теряет свою форму. Я думаю, что даже можно стирать в машинке, изделия из нее могут, наверное, передаваться по наследству. Вот. Потом еще, но она вот как раз подходит для вязания жакета, для такой стабильного изделия, она хорошо подходит. Крючком я вязала номер 1, единичкой, поэтому те, у кого есть она в закромах, вы, пожалуйста, вяжите из нее. А если нет, ну вот если найдете, то есть нужно поискать. Потом еще болеро у меня связано из Макси от Мадам Трикоте. Тоже пряжа очень хорошая. Метраж у нее немного, она потолще заявлена, но так как она не такая скрученная, когда вяжешь ее, она скользит и тянется. Изделие из нее получается более такое, легче драпируется, да, такое струящееся, кружевное. Вот. Хорошая пряжа, очень хорошая. Тоже рекомендую из нее вязать Макси от Мадам Трикоте. Тоже достойная палитра цветовая. Можно не ко всем, конечно, то есть, наверное, исходить надо от Канариса, может быть, кому-то, и потом уже подбирать, если есть возможность. Вот Мадам Трикоте Макси. Еще есть такая пряжа
Да, филодискозия и тулип, и ну, это вот эти более дорогие. И еще есть пряжа цветное кружево. Тоже очень красивая пряжа, хорошая, но она тоньше. И, например, начинающим мастерам будут очень мелкие элементы. Пока вы будете как бы к этой пряже приспосабливаться, будет казаться, что элементы очень маленькие. Это действительно так, их нужно вязать крючком 0,9. Вот. Еще мне очень нравятся пряжи натуральные, это такие как шелк, но эта пряжа очень дорогая, даже бобинную, если покупать, и у нее практически нет скрутки, мерсеризации, то есть она из нескольких ниточек, там уже нужно более такой опыт и навык, чтобы вязать из нее. Она за счет своего блеска очень красивая. У меня связана только крючком балаклава из шелка, из натурального. Это вообще та пряжа, которая вот стоит рассмотреть. И она очень приятна к телу, не сравнится ни с чем. Натуральный шелк именно вот к телу. Поэтому если у вас есть и такая пряжа где-то в закромах, попробуйте из нее. Единственное, что из светлой пряжи, из шелка, изделие немножко может приобрести ретро-стиль. Такой, знаете, если это бежевый, белый, чисто белых нет цветов, а такой бежевый, он немножечко именно шелк, он выглядит как ретро-кружево. Такого, если вы хотите такой эффект, то пожалуйста. А на потоках вяжут мастерицы и из Денди, и из комтековской пряжи. Тоже, в общем-то, ничего такого предосудительного, таких плохих отзывов я не слышала. Но нужно подбирать, нужно парочку моточков купить, если вы или есть у вас, если вы не можете определиться пару элементов, тогда вы поймете, что больше в душе. Вот. У нас Вот. вот как Если раз сегодня на есть эфире, какой-то, наверное, вопросик по пеликану, то можно... да, вот у нас как раз сегодня на эфире есть наши девочки, ученицы из Болеро и Жакета. Можно у них поинтересоваться, из какой пряжи они вяжут. Вот я вижу, у нас здесь есть Лариса Заричук, участница 8-го потока Болеро. Олеся с Ларисой точно знакома. Это из группы Олеси. Лариса, подскажите, из какой пряжи вяжете вы Болеро? Я вяжу из пеликана. Слышно меня? Алло? Отлично слышно, да. И видно. И видно, да? Вот, Я супер, вяжу, да. да, я вяжу из Денди. Очень в восторге, потому что элементы жесткие, форму летят, а вот это было просто счастье. Он распрямился весь, где нужно выпуклость осталась, да, но вот такое ощущение, как будто я его, знаете, вот прогладила прессом, да, и он прям вот ровненький-ровненький. Все петелечки, ну, вы знаете, когда вязаное изделие стираешь, да, все петельки выравниваются, несмотря на то, что есть у тебя рядность, нет у тебя рядности. Вот. Дальше. Я купила пеликан разных цветов, буду вязать из пеликана. Купила я Египта. Египта мне тоже ниточки очень понравились, я пробовала из них. Причем, так как я начинающий специалист, да, вот, я взяла Египта 340 метров, такой же, как наш Денди. Он там Египта 10, что ли, как-то вот так он был. Подобрала цвет Египта, вот 25 и десяточку одного цвета. Тоже буду пробовать. Вот, так что, в принципе, вот, я думаю, что пряж очень много, и филодисконтия мне тоже очень нравится. И вот когда я смотрю изделия, они нежно связаны. И такое ощущение, вот, знаете, что вот, ну, действительно кружево. И я думаю, что же это за нитки такие хорошие? Может быть, у меня не такие? Немножко сомневаюсь, да? Но потом смотрю, вроде бы присматриваешься, тоже нормально. Вот, так что мое мнение такое. Были бы руки тем концом вставлены. Из любой пряжи можно. Но определенного качества, конечно. Вот. Сами понимаете. Лариса, большое спасибо. А подскажите, до мастер-класса Болеро у вас уже был опыт вязания тонкой пряжей? Или на этом мастер-классе вы впервые начали вязать такой тонкой? Но, вы знаете, я вообще в детстве научилась вязать. Я с Оренбургской области, у меня бабушка пуховые платки вязала. Вот, и говорила, в 6 лет надо ребенку обязательно на последний кусок
хлеба заработает, как говорится, да. Я повязала, в молодости вязала, потому что, вы сами понимаете, что был тотальный дефицит всего. Вот. И чтобы индивидуальное изделие было, естественно, я его сама вязала. А потом был такой период, что я вообще не вязала. Не то, что там крючком, даже спицами. Вот. Но последний вот предпериод я начала вязать крючком, потому что у меня родилась внучка. И я связала всего одни пинетки. Это был крючок номер 2. И получилось так, что я попала на мастер-класс. Я же пинеточки все высматриваю, выскочила ваша реклама. Да, и я так думаю, дай-ка я тоже посмотрю. И самое главное, что мне там говорят, надо взять крючок 1. А у меня набор крючков есть китайских. Я беру номер 1 и вяжу рисунок, который там был. Потом, как пошла на мастер-класс, я поняла, что мой крючок номер 1 – это 2,5, потому что наши крючки совсем другие. И вяжут совершенно по-другому. Вот. Так что это мое первое тонкое изделие и первое, почти считайте, изделие крючком. Вот. Но мне очень нравится сам процесс вязания, и поэтому захватывает, и получаешь такое кружево, думаешь, боже, неужели это я сделала? Вот. Поэтому, в принципе, если хочешь, можно всего научиться. Лариса, полностью с вами согласна. Большое вам спасибо. Очень интересно было послушать про ваш опыт с пряжей, про вашу обратную связь. И вот в такие моменты постоянно вспоминаю то, что все познается в сравнении. Нельзя никогда порекомендовать какую-то вот одну пряжу для всех. Каждому свое. И вот это вот свое можно найти только путем проб и ошибок. Вот вы как будете пробовать, вот когда вы поймете, что это ваша пряжа, но попробовать нужно, да, много. И это здорово, то, что вы не остановились на какой-то одной, а экспериментируете с разным. Это очень классно. Спасибо вам большое, что смогли сегодня к нам подключиться. Очень рада была вас видеть. Очень здорово, что подключились с камерой. Вообще, у меня настроение плюс 100-500 сразу. Спасибо вам огромное. Лариса – это тот мастер, который очень быстро нарастила темп. Просто очень быстро. И элементы очень красивые. Так уверенное такое вязание. Замечательно просто. Лариса, я жду вашего изделия. Это будет отличное изделие. Спасибо большое. Дело в том, что у меня внучка 1,5 года, и вязать совершенно некогда. Вот только когда она спит, я немножечко вяжу, но получаю от этого такое колоссальное удовольствие. Я вообще по образованию архитектор, и мимо красоты пройти не могу. Вот. А то, что выходит у меня красота, я вижу. И мне это очень нравится. Вот. Да, одной крови. Я тоже когда-то была архитектором и занималась дизайном внутренних помещений, поэтому очень приятно увидеть своих коллег именно в нашей компании. Хотела вот показать, чем разница. Это пеликан и это филодискозия. Вот эти ниточки, посмотрите, пожалуйста. Я не знаю, вот здесь вот будет видно или нет. Вот эта ниточка, вот она. Это филодискозия. Видите, она тоньше, чем пеликан. Да, вот так вот в сравнении прям сильно заметно, что она потоньше пеликана, да. Спасибо большое, что смогли показать. Вот видите. Самое интересное, что вот моточки длина одинаковая, а на самом деле филодискозия маленечко, вот она вот тоньше, поэтому изделие получается ажурное. Вот поэтому я думаю, что обязательно сделаем платье. Платье обязательно сделаем. Поэтому вот здесь вот такие вот клубочки. Кстати, тогда вязала платье каберне из вот этого пеликана. И не было тогда канариса у меня под рукой, именно на сеточку. Я распускала пеликан. Вот чем хорошо пеликан, это его можно распустить. Ниточка сделана из 4 таких закрученных тонких нитей, поэтому распускается в 2 нити по 2
ниточки. Так что вот здесь вот такое преимущество, если можно заменить на сеточку, то можно распустить пеликан. Я так и делаю. Я думаю, что так и делали и многие мастерицы, когда в такой ситуации оказывались. Это вот по поводу этих ниточек. Дэнди мне ниточка очень нравится, но я ей еще не вязала, если честно. Она у меня есть, я пробовала ей вязать, но больше всего мне понравилась филодискози. Все, конечно, идет в сравнениях. Невозможно, вот невозможно столько, очень много нитей, очень много, ну вот палитр вот по качеству, по цвету. И, естественно, невозможно все сразу же взять и вот связать из каждой ниточки. Поэтому, я думаю, вы понимаете, можно попробовать и с какой-то начать. Жизни не хватит. Жизни не хватит все связать с каждой ниточки. Можно таким образом, какая вам по душе ниточка, и из нее можно будет попробовать вязать. Которая ближе по метражу, по толщине, которую у нас в мастер-классах мы используем. И те ниточки можно будет использовать тоже на изделие. Поэтому мы здесь такие большие рамки жесткие не ставим, поэтому есть возможность именно вашему таланту раскрыться и нам показать именно с другой стороны ту ниточку, которую, например, кто-то еще не знает. Поэтому очень приятно, когда вы используете свои разные ниточки, которые вам приглянулись. Так что еще не было такого большого промаха у нас, у какой-либо мастерицы. У всех была замечательная работа, потому что все равно, если ниточка по душе, то, конечно, получится. Это вот по поводу этих ниточек. Так, Олеся говорила также по ниточке цветное кружево. Тоже ниточка мне очень нравится. Но вот по качеству она, знаете, это вот для начинающих из тонкой ниточки можно вязать. Она по качеству маленечко уступает филодискозе, потому что вот как Альбина заметила, что только там где-то узелочек был из большого количества ниток. Она встретила узелочек. А вот в этой ниточке она сама по себе маленечко рыхлая. Не то, что рыхлая, она неоднородная. Вот отличие, например, от Египта 16. Они почти одинаковые по толщине. Но вот ниточка Египта 16, она более, не то что качественная, она просто как лощеная. У нее есть такой лоск, видите, она даже блестит. Такой блеск. А это матовая ниточка, поэтому она маленечко рыхлая. И здесь, в этой ниточке, ее преимущество, она может сглаживать неровности вашего вязания, если вы только начинающий. Поэтому я и говорю, для начинающих именно вот эта ниточка, цветное кружево, очень хорошо. И изделия получаются красивые, даже если у вас техника еще не совсем отточенная. Вот у нас связанная из этой ниточки болеро. Если вы видели бежевое болеро, и великолепно ложится на кружево эта ниточка. Вот. Но если у вас техника еще не совсем четко отработанная, может не очень хорошую службу вам вот принести, потому что здесь эта ниточка очень капризная, и она очень красивая, очень качественная, поэтому она требует к себе такого же отношения. То есть очень четкое выполнение каждого элемента и каждой петельки. Вот это вот учтите. Поэтому для начинающих вот кружево. Правда, цветовая палитра не очень широкая у кружева.
Ну, я думаю, можно будет подобрать. Очень нравится мне так же, как Олеся говорила, именно вот бежевое. Вот получается такое старинное кружево. И по качеству оно здесь вот подходит, и по цвету, и приятно. Такие вот вещи вот очень приятные. И, кстати, по ощущениям тоже одно кружево. Это вот по таким ниточкам. Также используем канарис к этой же ниточке. И также можно использовать кружевница. Вот такая вот маленькая кружевница есть. Ниточки, которые совсем с маленькой палитрой. Это только черная, красная, бежевая, белая. Если кто-то мне подскажет, еще какие-нибудь такие цвета, по-моему, синий там есть точно цвет. Ну, то есть не очень большие, только основные цвета у кружевницы. Вот. И поэтому, конечно же, нас всегда выручает это Египта. Египта только 25 на сеточку мы берем. Поэтому там с огромной палитрой можно подобрать ниточку, ну вот, на любую другую. Большое спасибо. Раиса Петровна, у нас сегодня на эфире гости есть. Я предлагаю, давайте еще у девочек спросим, какой пряжей они вяжут. Давайте, например, вот я вижу, что у нас есть Ольга, участница 13-го потока жакет. Ольга, подскажите, сможете включить микрофончик? Расскажите немного о себе, откуда вы, и поделитесь, пожалуйста, какой пряжей вы вяжете, как вам впечатление от нее, как вам она в работе. Чтобы включить микрофончик, на него нужно просто нажать. Сейчас он у вас перечеркнут и, скорее всего, голубого цвета. А когда вы на него нажмете, черточка еще слышно. Так, возможно, Ольге пока что неудобно говорить. Возможно, у нее получится подключиться чуть-чуть к нам попозже. Я вижу, что у нас вот Ирина еще есть на эфире. Ирина Калинина тоже, она вяжет жакет. Ирина, подскажите, вы сможете включить микрофончик? Угу. Да, девочки, я могу, я даже камеру могу включить, если вы не против. Только за. Вы меня видите? Пока что нет. Вот А теперь сейчас видим, нет. да, Ага. да, все Вот. отлично. Здравствуйте, Раиса Николаевна, здравствуйте, девочки. Я вяжу из пеликан. Я с города Новый Уренгой. У нас полярная ночь, которая длится, но в апреле, может быть, начнет заканчиваться. Вот. Поэтому я сейчас немножко приостановилась, и я вяжу толстушку, делаю, потому что там крупные у нас элементы. Вот. Я в восторге. Сначала я смотрю урок и думаю, вот это красота, смогу ли я? Нет, наверное, не смогу. Беру крючок, нитки из пеликана я вяжу. Вот, вяжу, благополучно заканчиваю, и потом смотрю, неужели это я связала? Ну, просто, это какое-то волшебство. Девочки, спасибо, каждый раз что-то подсказываете. Потом подсказали, что надо лупу, оказывается, выписать. Вот я и в очках, и лупу, и она с подсветкой в 10 раз увеличивает. Вот таким образом я вяжу. Но у меня вдохновение, у меня гормоны по-другому работают. Это просто как свет в оконце, я не знаю, это просто такое искусство высочайшее, Раиса Петровна. Ой, благодарю вас от всей души, от всего сердца. Я вас понимаю, потому что сама, когда затронула сердце вот это искусство. И вот в последнее время, конечно же, с манекенами я всегда жду, когда я сама к крючку смогу вообще. Поэтому иногда приходится придумывать, потому что, по-другому не могу. Поэтому я понимаю вас, поэтому очень приятно, когда находишь таких же единомышленников, которые нравится именно вот это искусство и вот эта красота, она настолько увлекательна. Это, вы знаете, как разгадывать ребусы, это вот, а что будет там вот сзади, то есть сколько прошел там, обратно вернулся, опять не получилось, что-то там распустил.
Ну, это просто увлекательно, честно. Это Да. увлекательно. Еще раз благодарю. Вот, что еще вам сказать? Задавайте вопросы, я скажу. А какой вы ниточкой вот сейчас вяжете? Пеликан. Пеликан. Пеликан, Пеликан. да. А на сеточку вы какую, канарис взяли? Еще пока не брала. Я очень много пеликана купила на прозапас. И сейчас я услышала, что вы говорите, что можно разделить на двое и из пеликана делать сеточку тоже. А может быть, там момент, когда я навяжу себе детали, то я что-нибудь закажу там, ну, из того, что вот вы сегодня советуете. А может быть, распущу А пеликан. можете да. Вот то, что на 2 ниточки получается, вот они, эти ниточки делятся на 2, по 2 ниточки. И получается тоньше, чем канарис, да. И поэтому будет очень нежная сеточка. Просто очень нежная. А Так каким что крючком ее тогда нужно будет вязать, если Да, она даже тоньше канариса? да, каким? ну, там это чуть-чуточку. Незаметно, вот 60, как на канарис, так и на вот пеликан раздвоенный. Я беру крючок 0,60. Так что шестерочку хватит. Хорошо, спасибо вам. Спасибо большое. Только, наверное, кружевницы понимают, когда, говорит, на сеточку крючок 6, и мастерицы, которые вяжут толстой пряжей, для них абсолютно другая 6, а вы так 0,6 шестеркой миленько называете. Да, конечно. Я совсем забыла, что и толстые тоже крючки бывают. Это точно. Ирина, большое спасибо, что подключились к нам. Было очень приятно с вами пообщаться. Надеюсь, что вы будете еще приходить к нам на эфиры. Ждем ваши изделия. Желаем вам удачи. Спасибо. Я всегда стараюсь приходить и слушаю в 2 уха. Очень приятно было с вами познакомиться вот воочию, поэтому мне очень приятно, когда вы будете подключать камеры, если вы говорите, чтобы с вами увидеться глазами, встретиться, поэтому приятно, конечно же, вот с кем разговариваешь. Видеть собеседника, да, очень приятно. Поэтому вот Еще я вижу, что у нас на эфире есть Елена Прибыльская, участница 8-го потока Болеро. Елена, подскажите, сможете включить микрофончик, возможно, камеру? Расскажите о себе, какой пряжей вы вяжете, как ваши ощущения от нее, каким крючком вяжете? Всем добрый вечер, добрый день. Ну, вяжу я не буду камеру подключать, потому что я уже, у нас уже поздно. Вот. Я вяжу я Болеро, элементы я все навязала уже. Сейчас колечки-то у меня навязаны были, вот сейчас я занимаюсь тем, что я их сшиваю. Но сшиваю мы же все немножко, вы разрешаете нам немножко отступать. Мне почему-то удобнее их крючком. Я крючком взяла крючок 0,6, и вот эти хвостики для меня как-то это удобнее. Вот с иголкой не могу я иголкой, я колюсь ей, вот, не получается. А вот крючочком я так очень даже ловко, у меня это все выходит. Пеликан пряжа. Я не могу ее ни с чем сравнить, потому что это, мое первое, так сказать, изделие. И вообще я столкнулась первый раз с таким крючком тоненьким. Вот, поэтому я не могу даже сравнить, какая пряжа. Лучше, хуже, но пеликан мне нравится. А когда вот фотографируешь, она, кажется, вообще вся переливается вот на фотографии, получается. Вот. Хочу сказать, что я еще запаслась пеликаном. Мне получилось в городе Томске закупить ее. Вот, там 2 цвета я приобрела. Думаю, что я, может быть, даже на жакет рискну пойти. Вот, потому что думаю, что получится.
Вот, а сейчас я жду свою Манечку, я уже назвала Маня, манекен мой будет Маня. Вот, я жду, когда она ко мне приедет уже, познакомимся с ней, когда я сделаю выкладку. Это все равно, когда они отдельно лежат, элементы, ну, нет такого видения. Вот я смотрю, наши вот мастерицы в группе выкладывают, я разглядываю, думаю, какие счастливые люди, они уже это все вяжут. Все это, ну, выкладка такая, и вот уже более наглядно понимаешь, ваш непонятно. А вот когда вот уже визуально это видишь, уже кажется, да, вот это вот свершилось чудо, что у меня это получилось. Вот. Ну, как бы вот так у меня такая сейчас работа идет, ожидание, вязание, ну, сшивание, вернее, вот этих элементов. Вот. Очень, конечно, я тоже довольна, что я вот так неожиданно для себя вот такой вид творчества выбрала. Ну, прям полностью поглощена им на сегодняшний день. Вот, я думаю, что я как-то не хотелось бы это все так вот бросать. Вот, ну, я имею в виду, что вдруг там что-то не получится или как. Вот хочется вот этим заниматься, действительно. Наверное, я себя в этом буду, вижу себя в этом творчестве. Вот так. Знаете, я хочу вам сказать, что вот именно групповая такая вот ведение, вот мастер-класса, когда вы все вместе, деле доводите вот до конца. Вот я просто понимаю, что вот такое коллективное такое вот сообщество, которое, ну, просто ответственность появляется, понимаете, и вот и вы обязательно это доделаете, довяжете, и вот это удовольствие получите, потому что вы видите пример, и на этих примерах вы тоже также подтягиваетесь и вы вяжете. Я могу сказать про себя, почему я понимаю вот этот момент. Потому что для меня вот в определенный момент, когда я это все придумывала, вязала, для меня Марина была именно вот зрителем. Вот для меня она была зрителем. А для вас мы зрители. Понимаете, мы ждем ваши изделия, мы радуемся любым вашим победам. Вот тоже. И знаете, вот тот момент, вот этот, я вот тогда тоже поняла, что он просто необходим каждому. И здесь вот эта поддержка дружеская, вот эта коллективная, она необходима, по-моему, любой мастерице. И почему очень многие бросают вязать, если они вяжут в одиночестве? То есть работа, быт, еще что-то, и отложили, и все. А здесь не получится, потому что здесь рядом с вами те, которые заражены вот такой красотой, и, естественно, они обязательно будут вас заставлять вот своим примером. Поэтому, конечно же, коллективное вот такое участие в мастер-классе, оно обязательно дает плоды. Вот посмотрите, вы сами вспомните о собственных изделиях. Мы же тоже разонравилось, что-то еще, и все. То есть не видите конечный результат, а конечный результат дают нам посмотреть другие мастера, которые уже сделали свое изделие. Поэтому здесь вот такой вот пример для нас очень заразительный. А меня тогда заражало именно вот, чтобы я дошла до конца, это Марина. Она всегда меня поддерживала. Просто она так эмоционально воспринимала какой-нибудь элемент связанный. То есть какие-то вот такие мои первые победы в вязании я тоже очень маленечко комплексовала только из-за того, что я только начинала вязать. Для меня это было вот такое, как мастер. И именно вот они тоже были вот с какого-то
с какой-то ступеньки просто обыкновенного любителя. И вот эту ступеньку мы перешагиваем к мастерству именно благодаря тому, что вот этот опыт, он накапливается. И когда вы сделали не одно, а два и разных, и вот этот опыт, он настолько легко вам дает возможность потом просто взлететь. То есть вы уже можете усложнять элементы, брать другую ниточку, потому что я тоже знакомилась именно с пеликана, начинала знакомиться с тонким кружевом. А потом перешла на более тонкую пряжу, это на Египта уже. Сначала, как я и говорила, сначала я вязала цветное кружево, а потом перешла уже на более такую профессиональную пряжу. И она все равно проходит, потому что техника вязания, она оттачивается только с опытом, поэтому невозможно сразу же быть мастером. Мы становимся мастерами с вами, только пройдя какой-то путь, вот этот опыт приобретенный в любом довязанном изделии, он необходим для любого мастера, чтобы себя чувствовать более такой вот свободно. Посмотрите, как наши кураторы, они просто вот парят в этом искусстве. Я вот так нравится наблюдать за Олесей, за Альбиной. Просто шикарно. В этом тонком кружеве. Олеся вообще молодец. Когда мы получили жакет от Альбины, я вот помню, Анжелика до сих пор в восторге от жакета Альбины. Потому что он цвета такой вот лавандовый и такое нежное вязание, другие нитки были. Поэтому для нас он, конечно же, был очень такой особенный. Поэтому я думаю, что вы все видели фотосессию Альбины. Приятно было смотреть. Вот такие вот. Поэтому остается обязательно запоминающиеся не только ваши изделия, но и фотосессии. Это тоже определенный шаг к мастерству, когда вы свои изделия обязательно фотографируете либо на себе, именно с художественной такой стороны, с фотостудии, как сделала также Олеся. Просто великолепные снимки были, фотографии жакета черного. То есть каждый шаг – это мастерство. Поэтому также начинала с пеликана. Вот большой путь начинается вот с этого малого шага. Поэтому, конечно же, тогда я не знала никаких ниток, кроме пеликана. Мне он очень понравился. Чем нравится мне еще пеликан? Эта ниточка не сильно садится. В отличие от других ниток, эта ниточка после стирки, потому что она двойная мерсеризованная, двойной мерсеризацией, и поэтому ниточка после стирки практически не садится. У нее скрутка, просто вот каждая из 4 ниточек скрутка, потом еще скрутка в каждую 2 ниточки, и потом уже в 4 ниточки опять идет скрутка. Поэтому здесь эта ниточка после стирки практически не садится. Так что можно угадать легко. Это такой чудесный комментарий. Я с большим удовольствием вас слушала. В один момент даже мурашки по коже пробежали. Вас очень приятно слушать. Спасибо большое. Еще я видела, что у нас Ольга Ермакова присоединилась. Многие из вас видели ее работу. У нее болеро сейчас находится в процессе. Мы показывали фотографии на презентации на прошлом эфире. А сегодня вот Ольга уже закончила первое плечико. Представляете? Да. Ольга, можете включить микрофон, подключиться к нам? Расскажите, пожалуйста, поделитесь с мастерицами, с какой пряжи вы вяжете. Расскажите обязательно пару слов о себе, откуда вы, вот, чем вы занимаетесь.
Здравствуйте, участники чата, Четлане, как я зову всех. Да, сегодня я доделываю плечики. Ну, у меня такая история, что Меня слышно? Да, конечно, Оль, мы вас слушаем. Вернее, я записалась в группу, я вообще не знала о наличии, о таком большом разнообразии таких ниток. Купила я нитку первую попавшуюся Вернее, нет, я видела в прямом эфире болеро, связанное с Дэнди. Дэнди мне запомнилось очень. И когда я увидела в продаже нитки Дэнди, подходящего мне цвета и метраж, я сразу купила 10 штук. И у меня опыта вязания никакими другими нитками нет. Потом начала ей вязать прекрасная нитка. Ну, просто я в нее влюбилась, особенно когда купила крючок Амур Кловер 0,9. И пошло у меня очень хорошо все это вязание. Вот сейчас я слушаю все про пеликан. Очень мне понравилось то, что можно ее распустить вот на две, потому что мою пряжу Дэнди никак ничего не выдернуть, она разваливается вся, если выдираешь одну ниточку. Две, они, видимо, мало скрученные, и такого сделать невозможно. У меня так получилось очень интересно, что я вяжу все с отечественной пряжи. Так как я купила Дэнди, потом я никак не могла подобрать к ней под сеточку нитку, ну просто никакая не подходит. В коричневый цвет мне уходить не хотелось, у меня цвет пудра. Так как я ранее много вышивала, у меня набор мулине очень такой разнообразный остатков ниток. Вот к какому бы я ни прикладывала эту нитку, ничто мне не нравилось, ничего не подходило. И вот самым случайным образом нашла нитки нашей же фабрики «Шуйский трикотаж», Амальфи или что-то такое, как-то очень, в общем, название итальянского города звучит, она чуть Канариса, поэтому я купила к ней крючок 0,75 и начала вязать сеточку вот этой вот трикотажной ниточкой. Я не знаю, насколько она хороша или плоха, я немножко попробовала Канарис. Он, конечно, гораздо более скрученный, и вязать им гораздо легче. Это вот ниточка Амальфи, вот она так называется, шуйского какого-то комбината, но она очень подошла по цвету. И вот я сейчас вяжу и радуюсь. Наверное, Канарисом было бы вязать легче, потому что здесь немножко ниточка давится. Ее распускать нельзя, потому что она потом как бы очень вытягивается, что ли. И, наверное, вот становится как Канарис толщиной. Вот. И у меня получается и Дэнди, и Амальфи, и потом я купила мерсеризированный хлопок. Ой, как он называется? Камтекс. Это все русские фабрики. Так что я отечественного производителя. Вот, ждать манекена мне тоже очень не хотелось. Мне хотелось делать все сразу. Я купила бэушный манекен портновский мягкий, напихала его всякими толщинками под размер, который мне нужно, и прекрасно уже связала болеро. Мне, без рукавов и без животика. Ну, животик там день-два, я думаю, и закончу. Тогда можно будет померить точку. Вот. А пеликаном я попробовала сделать листочек. Но вот мне совершенно не понравился этот пеликан по сравнению с Дэнди, потому что он именно жесткий. Я не знала, что он такой выносливый, но и просто я про них, ни про какие нитки не знала ничего. Вот я нашла первый попавшийся, и сейчас мне, конечно, интересно попробовать и что-то другое. Немножко я на сеточку сначала, тоненькую. Не фелдискози, а какая-то, вот, по крайней мере, той же фабрики Велтус, или как она там называется. И теперь, в общем-то, я начинала вязать, чтобы извязать старые свои нитки, ну, типа нашего советского ириса. А теперь у меня целая коробка уже купленной пряжи. Даже я не знаю, как теперь остановиться.
Вот так. Ну вот, кстати, по поводу ириса, я бы, вот российский ирис, который, я бы не посоветовала вязать именно цветное кружево. Оно вяжется любые другие изделия, но только не кружево из этой ниточки. Ну, конечно, теперь-то я понимаю. Просто у меня цель была убрать эти нитки. Ну, не знаю теперь что. Что-нибудь свяжу другое. Можно, конечно же, использовать только иностранные, я не помню, какого импортный ирис можно использовать. Да, вот ирис у меня и куплен от Велтуса сиреневый, но он не подошел по цвету. Поэтому здесь вот филодискозия и вот импортный ирис, они почти одинаковые именно по качеству. Мне они нравятся. Это вот можно использовать. Ну вот, а так у меня вопрос. Вот я про рукава еще ничего не читала, теперь у меня предстоит вязание рукавов. Я не знаю, в инструкциях, вот в уроках, которые по рукаву даны, я просто их еще не открывала. Как-нибудь ширина самого рукава указана по размерам? Просто я не представляю, какой нужно делать. Да, дело в том, что мы когда делаем манекены, мы, естественно, отсылаем вам выкройку. Я могу вам просто подсказать по рукаву. Если у вас обхват плеча, вы делаете просто свою выкройку по рукаву. Обхват плеча, обхват кисти меряется вот здесь вот. Как вот здесь вот. Даже не знаю, как это показать. Только можно будет взять сантиметр. Я приложила, наколола эти детали от рукава. И он, получается, у меня как бы, если все использовать по выкройке, как-то очень такой широковатый рукав-то. У вас должно быть плюс 4 с разных сторон. У вас должно быть полностью, то есть прибавочка по рукаву плюс 4. То есть с разных сторон по 2 сантиметра получается. Учтите то, что это трубочка получается рукав. И после стирки, естественно, он у вас Вытянется, наверное. Раиса Петровна, я думаю, в этом случае, поскольку вот Ольга на портновском манекене делает, после эфира тогда мы можем с ней списаться, да, чтобы дать тогда рекомендации, как сделать правильную выкройку, чтобы рукав сделать по размеру. Я эту выкройку могу нарисовать прямо от руки сразу. Ну вот, видите. Сразу ничего себе. Просто непонятно вот с кружевом как. Потоньше он должен быть, все-таки это кружево, или потолще этот рукав. Мне не влезают тогда все мотивы, чтобы сделать вот рукав такой более стройный, что ли. Так, секундочку. У Раисы Петровны был входящий вызов. Да. Поэтому прервались. Да, отойду, потому что здесь меня вызывают. Отпустим тогда Раису Петровну на несколько минут. Вот, Олеся, Альбина, можете, пожалуйста, пока что подключиться по рукаву? Подскажите, пожалуйста. Ну, Раиса Петровна правильно сказала, мы тот рукав, который мы снимаем по своим мерочкам, мы увеличиваем с каждой стороны, то есть низ мы добавляем 2 сантиметра, вверх добавляем и с обоих сторон по 2 сантиметра. Это для того, чтобы учесть усадку нити после стирки.
Здорово, отлично. Большое спасибо, Альбина. И там же, Оль, вы смотрите, когда мастер-класс по рукаву, вам станет уже понятно. И там же еще, вылетело, по количеству ваших петелек на плече, у вас нужно по окату рукава нужно сделать клоунзы. Вы еще вот это, по вот этому вы поймете, мне кажется. Сейчас вот не знаю, как объяснить правильно, но когда вот вы посмотрите выкладку, у вас немного встанет все на свои места, я думаю, что все правильно вы делаете. И должно вместиться в этот рукав эти элементы. Не бойтесь, что там широко, мне кажется. Наоборот, лишь бы не узко было. Я думаю, что да, когда вы посмотрите вот это видео, у вас все встанет на свои места, потому что правильно. Потому что, да, я еще там не читала, я делаю все как и по рецепту. Да, и я очень рада, что у вас получается. Мне кажется, всё. вот квадрат получается. Это очень широко. Не знаю, это же надо будет свернуть вдвое его. Там, вы посмотрите, там очень интересно. И способ вязания второго рукава там просто вау. И вы, когда их сомкнете в трубочку, вы сразу и примерите и совместите с окатом. Да, поэтому я особенно-то и не спрашиваю, потому что я еще не читала, что там написано. Ну, а так все нормально, все хорошо. Конечно, сеточка кажется то крупной мне один день, второй день, что она очень мелкая, третий день, что большая пройма, четвертый день, ну, в общем, сомнений куча, конечно. Не знаю, как это все выйдет. Ну, самое главное, что у меня оно связалось, и сеточка вроде получилась, что я очень вас... Так что все хорошо, спасибо. Замечательно, у вас очень красиво, очень. Угу. Спасибо. Здравствуйте всем еще раз. Смотрите, вот такое вот чудо у нас, которые меня тоже здесь связали. Ну, все. Да, это вот у нас у Раисы Петровны к заботам помимо манекенов, мастер-классов, еще и вот дети прибавились. Да, ну, детей мы скоро уже 3 детей уже отослали хорошим хозяевам. Один еще у нас в пути, в Хабаровск едет. Уже 2 уже доставили в Кемерово и в Москву. Так что еще один на пути будем отправлять 20-го в Томск. Так что вот такие вот карапузы у нас. Тоже нас связали. Вот они. Муж увлекается просто охотой. Это вот восточно-сибирская лаечка. Вот такая вот карапуз. Красавица. Видите, какая девочка. Так что вот. Положим ее на нить, чтобы... Большое, огромное даже всем спасибо, кто смог нам сегодня присоединиться. Спасибо, что подключились и поделились своим опытом. По времени нам уже пора заканчивать эфир, поэтому если у кого-то остались вопросы, пожалуйста, включайте микрофончики или поднимайте ручки. На все вопросы ответим. Или, возможно, вы хотите поделиться своим опытом. Угу. Так, Ольга вижу, Ирина вижу. Микрофоны включили. Можете нажимать на него и говорить. Мы вас слышим. У меня к вам вопрос не по теме сегодняшнего эфира. У меня, знаете, немножечко поиспортился манекен. Все-таки за это время, за 3 года, начали некоторые места расходиться. Подскажите, пожалуйста, каким клеем вы пользуетесь, чтобы мне вот это все скрепить основательно? Я купила, конечно, клей 88-й. Мне поняли все, что если клей-момент, он может сделать дырки. Вот. И каким моментом
Клей-момент Да? классик. Да, простой клей-момент Классик. классик. Ага. Другой не Ага. подходит, потому что вот это единственный клей, который хорошо держит. Ну, я просто удивлена. Давайте вот мы с вами созвонимся. Я хочу посмотреть, что там случилось, потому что для меня Ой, это я очень... уже, знаете, что я уже, сейчас у меня насажено уже другое, это самое все, и у меня, видимо, все-таки я, бывает, придавливала как-то, понимаете, и вот по швам по этим всем, в 3 местах, ну, я вот уже сейчас купила клей 88, и я это все Мгм. скрепляла, понимаете, но вот внутри еще есть, где бы нужно получше скрепить, я поэтому зато и говорю, классик. Момент классик, да? Момент классик. Это самое лучшее, потому что все остальные, они, ну, просто это как бы основной клей, который хорошо склеивает. Все остальные, Ну, у них получается плохое склеивание из-за того, что здесь другие качества как бы вот хотели от клея, там прозрачный, то есть, или еще что-нибудь такое. А вот пластик, он хорошо подходит. момент Олечка, мне классик. очень важно, что там случилось с манекеном, потому что для меня это как... Ну, это не к вам претензии, это я, видимо, не совсем Не, аккуратно обязательно с ним. фотографии. Я Потому что скрепила, это... но в одном месте мне не подойти, поэтому я вот так вот решила спросить. Я склеивала клей 88, мне сказали, он склеивает все, вплоть до железа. А почему я моментом побоялась? Потому что мне супруг говорит, ты можешь, как сказать, начинать мазать, и могут образоваться дырки. В Да, смысле, вот как бы клей. нет, Ну вот я не знаю почему-то, что, дескать, и он-то поролон, не поролон, но это ж не поролон, состав это вот не... этот. Нет, нет, нет. Мгм. Это спученный полипропилен. Это не поролон. Полипропилен. Это не поролон. Это не... Почему он проедает, клей-момент проедает пенопласт. Это не пенопласт. Вот я этого боялась, что думаю, вдруг будут дырки. Нет, нет, Понимаете? нет. Я Скрыть. закупаю клей-момент классик вот такими большими банками. Мы Ага. Мгм. Понятно. здесь это клей-момент. Я вам только Спасибо. подскажу, как лучше сделать так, чтобы он заклеился намертво. Поэтому давайте Мгм. как-нибудь с вами завтра тогда созвонимся, и я вам просто Хорошо. покажу. Здесь свои тоже нюансы с этим клеем, и как, чтобы он держался. Ну, первый раз Мгм. такое. Девочки, у кого есть Но я, манекен, есть такие случаи? ну, как бы склейка, она отклеилась. Мгм. Вот. Вот А здесь у по нас Просто поводу это ниток, может что быть сегодняшние... Что? По поводу вопрос такой, скажем нит... так, назрел. Можно задать пока в тему, скажем так. А подскажите, эксплуатация в том плане, изделия мы застегнутое или расстегнутое с манекена снимаем? Из-за этого могла такая ситуация произойти? Я просто в этом не разбираюсь, поэтому в голову пришло, решила уточнить. Нет, нет, нет. Это просто если просто может быть, когда, знаете, вот есть жирный такой слой, может быть, где-то случился, и поэтому в этом месте плохо приклеился. Либо здесь не додержала, и это первый раз, правда. Поэтому, Олечка, я вам обязательно скажу, как надо сделать правильно, чтобы он у вас приклеился намертво, и все. И вы забыли эту проблему. Спасибо. Завтра обязательно созвонимся. А вот здесь, по-моему, еще у Татьяны есть ручка поднята. Включила микрофончик, Татьяна может говорить, мы ее услышим.
Татьяна, чтобы вас было слышно, нажмите на микрофон, он у вас сейчас перечеркнут, и когда он будет зеленого цвета, вас будет слышно. Доброго всем вечера. Слышно? Да. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот отечественный ирис. Я много раз слышала, что его в ирландском кружеве использовать не рекомендуют, а вот почему до сих пор понять не могу. Дело в том, что кружево – это не вязание. Кружево – это, ну, это такое, такие тонкости, которые невозможно сделать ниточкой из русского ириса, потому что русский ирис, он махриц. И такие вещи, как колечки, вот, то есть, где необходимо, чтобы была четкая линия, этой ниточкой невозможно добиться. Посмотрите. Я поняла, то есть более махром. Да, да, вот видите, если мы здесь вот этими ниточками рисуем, то там такого четкого края даже с великолепной техникой вы не сделаете. Да, хорошо, поняла. Спасибо большое. Вот этот момент еще. То есть, например, если мы вяжем вот кардиган, шерстяного, чтобы у нас получилось кружево шерстяное, здесь тоже ниточка у нас же вот шерстяная, она не четкая, как хлопок. Поэтому здесь мы вводим для того, чтобы вот появилось чувство кружева, разную фактуру ниток. Это вот, например, как мохер, чтобы был мохеровый, да, такой пушистый элемент в кружеве. И разные толщины ниточки, и, конечно же, по качеству тоже она разная. Поэтому здесь вот в шерсти, если мы делаем кружево из шерсти, то здесь мы играем фактурой пряжи, вот шерсть. А в хлопке мы играем только очень четкой вот, толщины ниточки, которая здесь варьируется, то есть от блеска, возможности исполнения элемента. Вот это вот. А вот хлопковая ниточка, точнее, вот российская ирис, она ни к шерсти, ни к кружеву никак. Это просто обыкновенное вязание. Просто вязание. Раиса Петровна, простите, пожалуйста, я вас перебью. Я бы хотела добавить по поводу ириса. Он, вот этот российский ирис, он очень быстро выгорает. Он просто невозможно быстро выгорает. Я вязала шапочку у девочки, беретик своей в первый раз ирландским кружевом. У меня была только другой такая пряжа. И мы носили его даже с двух сторон, с лицевой и с изнаночной стороны, ну, чтобы хотя бы оно вид не потеряло. Он выгорел за одно лето и с лицевой, и с изнаночной. Поэтому вот будьте, пожалуйста, осторожны с вот этим ирисом. Жалко труд будет. Да. Будет труд, пойдет на смарт. Угу. Всегда жалко труд, именно ваше мастерство, не к той ниточке. Обязательно хорошие инструменты, это крючки, это нитки. Вот это самое важное. И тогда будет хороший результат. По-другому никак. Здесь это важно. Вот. Можно спросить? Да. Скажите, пожалуйста, а Египта 16 на сеточку это толстая ниточка? Вот я могу сказать, что вот в этом. Здесь у нас Египта 16 на сеточке. Это толстая ниточка. И получается красивая капсула.
То есть здесь мы можем только проиграть фактурой, толщиной, ниточку на сеточку можно Египет, как вы видите по примеру. Потому что Египет 5, здесь тоже можно поиграть. Именно, например, если двойную сеточку делаем, нижнюю Египта 25, верхнюю Египта 16, тоже фактура, толщина нити. Очень интересно. То есть разные вот ощущения. И глаз, и цветовые, и вот отражающие. Это, то есть здесь как ваш талант вам подскажет сделать. Можно делать. Можно, Ирина. Раиса Петровна, большое спасибо за ответ на вопрос. Подскажите, участники сегодняшнего эфира, у вас есть еще какие-нибудь вопросы по поводу пряжи или вязания ирландского кружева? Если вопросов нет, то будем уже заканчивать сегодняшнюю встречу. Если есть вопросы, либо у вас по картинке будет нарисован человек с поднятой рукой. Мы вам включим микрофон, и вы сможете задать вопрос. Если вам неудобно задавать вопрос голосом, можете написать его в комментариях под последним постом. Мы его озвучим обязательно. Если вопросов нет, то предлагаю заканчивать сегодняшнюю встречу. Раиса Петровна, вам заключительное слово. Ну, я могу сказать, что только творите. И встречаемся с красотой. Очень нравится наблюдать за вашими работами. И всегда мне очень нравится, что у нас пополняется, у нас отдельно есть такой вот группа готовых изделий. Вот мы это сделали специально для того, чтобы не потерять вас как мастеров и ваши изделия в таком маленьком складу. В Телеграме у нас есть группа готовых изделий ваших. Поэтому я хочу, чтобы вы просто заполняли вот эту группу вашими изделиями. Много-много-много, чтобы было. Поэтому это результат нашей работы. Поэтому очень ждем ваших изделий. Так что